И вновь мы приветствуем всех, любителей фигурного катания из Санкт-Петербурга, из Дворца спорта «Юбилейный». Мужчины провели свои утренние тренировки и уже пошли отдыхать. Впереди короткая программа. Напоминаем, прямая трансляция на Первом канале в 15:30. Ну а сейчас череда других тренировок, женских тренировок. И также они будут готовить свои организмы к коротким программам. А к нам присоединяется олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Вновь с нами призер Олимпийских игр Миша Коляда. И, конечно, суть не меняется. Мы будем сейчас анализировать, восхищаться, надеюсь, ну и, конечно, строить определенные планы. Планы не для фигуристов, а для нас самих. Что же нас ожидать будет сегодня вечером? Ань, как настроение? Настроение с таким с предвкушением, и скажу сразу, для меня тренировка перед короткой всегда была самой волнительной. Рассказывай. Поэтому сейчас, мне кажется, и по другую сторону льда для меня тоже, наверное, самое волнительное время, потому что соревнования еще не начались. Ответственность внутри максимальная. Если на вчерашней тренировке вот этот азарт показать все самое лучшее, то сегодня уже одновременно настроены вечерние соревнования. Короткая программа должна быть безошибочная, безупречная, нету права на ошибку. И при этом все-таки вот этот соревновательный нерв, он натянут, мне кажется, до предела. Поэтому вот именно тренировка перед короткой для меня лично всегда была самой волнительной. Миша, для тебя? Абсолютно согласен. Действительно, есть такое, что когда ты выходишь на короткую программу, гораздо большее волнение ты испытываешь на произвольную, как будто уже немножко расслабляешься, понимаешь, как это все будет происходить. А вот в короткой, не знаю почему, есть вот какая-то такая магия, что ты волнуешься больше. А вы заметили, что любые процессы, они имеют тенденцию повторяться. Это как ведение любого мероприятия. Вот первый раз, когда ты с чистого практически листа порой не знаешь деталей, которые ты должен проговаривать. И, конечно, ты в какие-то моменты приостанавливаешься. Идет сильная работа головы. А что же дальше, что же дальше? То есть очень нервное состояние. Но если бы ты повторил весь тот же самый процесс во второй раз, то, конечно, было бы все гораздо проще. Скорее всего, так и в спорте тоже происходит. Да, потому что действительно нет ни одного соревнования похожего друг на друга. Это вот как сказал Макар Игнатов в интервью Жене Медведевой. Действительно, каждый старт как по новой. Как в первый раз. Как в первый раз. Твой самый запоминающийся чемпионат России? И связан ли он с победой именно? Мне кажется, что вот у меня было 4 чемпионата России, и я каждый по-разному помню. Для меня каждый особенный, потому что 3 первых, это, наверное, они все для меня 3 разных победы абсолютно. И каждая для меня очень важная, очень запоминающаяся. И именно в тот момент она мне была необходима для того, чтобы двигаться дальше и как-то получать вот больше уверенность в себе. Ну и, конечно, 4-й предолимпийский, самый, наверное, нервный из всех, пусть и не самый удачный по сравнению с другими, но точно такой же важный. Ну вот вчера, когда мы транслировали для вас, уважаемые наши зрители, тренировочный процесс девушек наших, то мы видели огромное количество не только попыток, а успешно исполненных элементов ультра-си. Но этих элементов мы не ожидаем в коротких программах сегодня. Ну, некоторых, может, и ожидаем. У некоторых, может, ожидаем. Тройной аксель, да. Но все равно нет такого огромного повального количества именно таких прокатов, в которых и будут, и планируются элементы ультра-си. Это имеет свой отголосок в тренировочном процессе. То есть вот сейчас, когда вечером у тебя, условно, на носу уже короткие программы, будут ли сейчас девушки пробовать эти элементы? Кстати говоря, возможно. Я с уверенностью скажу, что да, будут пробовать, потому что, как минимум, девочки из штаба Этери Георгиевны Тутберидзе, где мы увидим множество четверных прыжков, видели и вчера, и в произвольных программах они заготовлены. Я знаю, что как идет тренировочный процесс, всегда и в день короткой. Вначале ты фокусируешься на короткой программе, разминаешь ее, прокатываешь, а дальше вот сколько времени у тебя еще отведено до конца тренировки, это идет отработка именно сложных многооборотных прыжков, в том числе и подготовка к завтрашней произвольной программе, и также, чтобы увереннее себя чувствовать и в короткой, потому что если ты на тренировке попрыгал четверные, то тройные прыжки тебе уже легче будут даваться. Хорошо, а что делать, если, допустим, вот сейчас одна из, неважно,
спортсменок и выходит более-менее хорошая тренировка, хороший прокат короткой программы. И дальше как раз то, о чем ты говоришь. Остается свободное время и как бы попробуй потренируй четверные прыжки или тройной аксель. И, например, ну никак не получается, а вечером он условно этот элемент ультраси не нужен. Это как влияет? Это должна быть большая психологическая подготовка спортсмена, потому что здесь все-таки мы пришли не на детские соревнования, это взрослый чемпионат России. Здесь собрались сильнейшие, лучшие из лучших, и у них уже должен быть этот опыт и должен быть настрой, который невозможно сбить даже какой-то неудачной тренировкой. Будь и сегодня четверные прыжки, это не должно влиять, спортсмен должен уметь настраиваться, и на своем опыте бывали, конечно, такие тренировки, но ты должен уметь абстрагироваться, отключиться, четко понимать свою задачу, и нету смысла избегать того, что тебя ждет завтра. Интересно. Миш, а вот вчера ты сказал о том, что, опять продолжая тему ультраси, по технике тебе больше симпатичен тройной аксель Дины Хуснудиновой, Да. нежели Адели Петросяна. Ты можешь объяснить, Почему? по каким причинам, да? Что Потому именно? что у Дины аксель ровнее, потому что она делает его надежней. Вот и все. Потому что у нее двигательные двигательные навыки чуть лучше сформированы, чем у Адели Петросян. То есть она ровнее стоит на правой ноге, она очень хорошо стоит потом на левой ноге. Она делает достаточный въезд, то есть не короткий, не длинный. И четко переходит, как с трамплина прыгает. И нет этого резкого, именно ты это имеешь в виду, переход, то есть именно в момент отталкивания? Она ровно встает на левую ногу. То есть нет такого, что очень часто в акселе есть такая ошибка, когда вот человек едет, и он начинает условно прыгать вправо. Помнишь как раз, Алексей, то, о чем мы с тобой говорили? Потом... Да, потом тебя начинает настолько сильно швырять, что максимум, что ты можешь сделать, это степ-аут, перепрыжку. Это максимум можно как спасти прыжок. А вообще, по большому счету, ты должен стоять на кругу, и потом переходить на левую, на тот же самый круг. Вот и все. У Дины это получается лучше. Дина Хуснудинова. Тройной аксель в заявке на короткую программу. Специально для тех, кто очень внимательно просматривает наши трансляции и задается огромным количеством вопросов. Для Дины это риск или ее тройной аксель вселяет уверенность тренерскому коллективу, что да, легко? На мой личный взгляд, это абсолютно оправданное решение. И это не столько риск, сколько возможность бороться за более высокие позиции, сразу обозначать то, куда ты стремишься. Потому что в короткой программе тройной аксель это большое преимущество. И с той стабильностью, с которой Дина выполняет аксель, не ставить его в короткую, это, наоборот, более странное решение, нежели идти на этот так называемый риск. Смотрели финал Гран-при? Да. Впечатление? Супер. Куда движется мировое женское одиночное катание? Или наоборот, то есть в каком направлении? Вперед? Здесь даже мы, давайте не будем рассматривать вправо-влево, а именно вперед или чуть-чуть притормозило? Ты имеешь в виду Аккумулятор Алису подсел Лью, чуть-чуть. которая без... Нет, объясняю, потому что очень сильные юниоры, особенно из азиатских стран. Берем взрослое одиночное катание, конечно, Алиса Лью, но я, если честно, не являюсь огромным ее поклонником, но в то же самое время прыгать и тройной лутс, тройной ридбригер, что достаточно очень рискованно. Да, неважно уже, прошлогодние программы, новые программы, но она делает то, что приносит логически самое большое количество баллов, и в чем она уверена. Каори Сакамото, прекрасное, шикарное, размашистое такое катание. Ну, вы сами понимаете, как она заполняет собой все пространство. Немножко, да, трехкратная, по-моему, чемпионка мира, но вот чуть-чуть, да, вот дает сбой в этом сезоне. И многие, Эмбер Глен, попытка исполнить тройной аксель в короткой, бабочка. То есть не очень было успешным выступлением именно в женском одиночном катании на финале Гран-при. Это нервы перед Олимпиадой или наоборот какой-то такой чуть-чуть
тормоз перед тем, чтобы набрать вновь скорость? А я думаю, здесь и нервы, и все-таки усталость после этапов Гран-при. Есть такое, что ты тренируешься там условно с мая, с июня, и у тебя накапливается вот эта усталость, и как будто надо сделать последний рывок перед Новым годом, но иногда не у всех хватает сил. Поэтому и случаются вот такие прокаты. Но я уверен, что к главным стартам сезона они будут в очень хорошей форме. Я бы тоже предположила, что именно в олимпийский сезон подготовка настроится несколько иначе. В любой другой сезон финал Гран-при — это тоже старт, к которому набирается практически пик формы, потому что у тебя есть возможность ее набрать, дальше немножечко дать себе слабину, отдохнуть и снова готовиться к чемпионатам Европы, мира. И это вот таких, наверное, 3 главных точки. Финал Гран-при, Европа, мир. Или же чемпионат 4 континентов. А в олимпийский сезон, мне кажется, настолько у всех идет фокус на Олимпиаду, что другие старты, они, во-первых, более нервные, все, что идет первые полгода, но и, во-вторых, ты все-таки их воспринимаешь всегда как ступеньку на пути к Олимпийским играм. То есть не как финальную точку, а именно как вот этап, который нужно пройти как подготовку к Олимпийским играм. Поэтому здесь, наверное, не очень правильно, точно так же, как мы говорили и про Адель и Успетий, да, мы не пытались на каждом соревновании выносить какой-то вердикт, в какой они форме находятся, как они готовы, потому что мы всегда говорили, что это просто вот очередной шаг на пути к их подготовке. И поэтому здесь я бы это точно так же воспринимала, что это вот проходной старт. Миша, Аня, а у вас как-то вот подготовка к олимпийскому, именно в олимпийский сезон, она была иной, нежели просто к обычному сезону, не олимпийскому? У меня все то же самое. У меня Просто тоже. нервов больше. Да, у меня тоже точно так же, как у тебя, Алексей. Все то же самое. У меня, наверное, тоже, да, все то же самое. У меня по личным причинам из-за травмы сбилась просто и сместилась подготовка, поэтому чуть-чуть старались форсировать и набирать быстрее форму в олимпийский сезон, и, наверное, она немножко отличалась исключительно из-за травмы летней. Но все, что не случается, все к лучшему. И понятно, что сейчас, опять же, уже случилось то, что случилось. Мы никогда, безусловно, не хотим желать каких-то травм, сложных периодов жизни для того или иного спортсмена. Но, на мой взгляд, ну и хорошо, что была это какая-то травма, которая, возможно, да, Помогла выдохнуть немножко, да? она тебя Я спорить чуть более вообще ни с чем не фокусирует. буду, потому что в итоге, зная весь конечный результат, я понимаю, что на каждом этапе это было так, как нужно. Мне вот ровно и столько. настолько и нужно было сместить свою подготовку, да. Поэтому тоже всем, у кого этот путь еще сейчас только они проходят, нужно сказать, что даже то, что в моменте кажется, что абсолютно не к месту и выбивает тебя, не нужно думать, что все потеряно, просто работать в том же ритме, и все сложится так, как оно должно быть. Ну что ж, а поезд тронулся, да, как там говорилось, господа присяжные, потому что Международный Олимпийский комитет уже дал рекомендацию многим федерациям самим принимать решение по допуску или недопуску, в том числе и наших спортсменов. То есть как бы чуть-чуть это окно возможностей приоткрыто сейчас, и мы надеемся, что семинар, который пройдет в рамках Международного союза конькобежцев, по-моему, Совет Федерации Международного союза конькобежцев, по-моему, в январе наступающего года. И как раз там мы надеемся, что поднимутся вопросы о том, все-таки открыть это окно нараспашку или все-таки оставить вот его таким, какой оно на данный момент, насколько оно открыто на данный момент. Надеемся, что, конечно, все-таки начнется это с юниоров, но будет возможность выступать уже на международном уровне. Дай бог. Ну, а сейчас возвращаемся на лед, потому что лед уже не пустует, на нем находятся наши прекрасные спортсменки. Внимание на экран, и давайте объявим имена и фамилии тех, кто начинает этот длинный соревновательный не путь, а день. И нас ожидают короткие программы сегодня вечером. Ну, а сейчас на льду Вероника Еметова, Елизавета Куликова, Анна Лишенко, Ксения Гущина, Софья Муравьева и Ксения Синицына. Так, должно быть 6 девушек. Вижу вновь, как и на мужских тренировках, когда Женя Семененко пришел чуть позже, но это достаточно правильно было, наверное, решение, потому что предстоит ему выступать последним, и дабы не ждать свою музыку, соответственно, пришел чуть попозже. Здесь кого-то не хватает. Софья Муравьева.
Тот же тренерский Да, штаб. да. Без комментариев. Тактика. Ваши ожидания от сегодняшней тренировки, кто может? Я понимаю, что это достаточно такие, может быть, даже завуалированные вопросы, но если разобраться, то можно действительно по кирпичикам разбирать судьбу того или иного спортсмена. Что ожидаем от тренировки, от данной именно второй разминки? Да, в этой разминке, я думаю, нам не стоит ждать элементов ультра-си на сегодняшней тренировке. Если судить по вчерашнему дню, то Анна Лишенко пробовала исполнить четверной сальхов, работала над элементами ультра-си, но я не уверена, что сегодня перед короткой программой это имеет смысл. Думаю, вчера это больше была именно возможность показать, что работа над этим элементом ведется. А сегодня у данной группы участниц ни в короткой, ни в произвольной программе ультра-си элементы не предусмотрены, поэтому я думаю, что работа будет именно на чистоту. Волнение, думаю, что тоже сейчас на высоком уровне, и главное вот почувствовать лед, совладать с этими нервами и финально вот все штрихи проверить, подправить перед соревнованиями. Есть еще один штрих. Ксюша Гущина перекрасилась. Смотрите. Мне кажется, ей очень идет. У нее в этом году очень яркие, такие огненные, с огоньком программы, и я думаю, что да, этот цвет волос дополнит ее образ на этих соревнованиях. Как для женщин важен образ в том числе? Я Да, думаю, что очень важен, конечно. как спортсменка выглядит. И это касается не только костюмов и физической формы. Вот в общем и целом вот прям, да, рассматривается та или иная фигура. Я думаю, что это важно и как в жизни, так и в спорте. Для девочек особенно, и для нас вот, скажу, что вот этот ритуал подготовки к соревнованиям, когда ты красишься, причесываешься, это тоже уже идет часть подготовки, потому что, на это зачастую у девочек, у всех по-разному, от часа до 2 точно уходит. И, конечно, в день соревнований, когда это тоже волнение, то это становится таким ритуалом подготовки к соревнованиям, и в этот момент ты уже настраиваешься, тоже входишь в этот образ. И, конечно, вот такой финальный результат – это тоже твое такое соревновательное амплуа, которое у тебя сразу же ассоциируется уже с волнением, с настроем, с вот этим предвкушением соревнований. Ну да, настраивать тебя на какую-то определенную Да. волну. Сейчас Соня Муравьева проехала мимо нас и прям поздоровалась. Обычно так делают, когда с тренерами здороваются на тренировке. Миш, может, только с тобой здороваются. Нет, Софья, Я надо только отметить, стучусь в что окно тренера. обратила внимание, что Софья вчера и вдоль абсолютно всех трибун проехалась, и поклоны сделала и после тренировки, и до тренировки, так что это вот тоже... Это влияние Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург облагораживает людей. Но главное, что у Сони есть тот человек сейчас и во время тренировки, который находится в этом Ледовом дворце, который приносит удачу, и самое главное, наверное, уверенность в силах своей дочери. Это мама Сонечки сидит сейчас на трибуне, часто ее отмечаю и наблюдаю на многих турнирах. Так что самое главное, что для Сони Санкт-Петербург стал достаточно родным городом. Ей здесь комфортно, уютно. Это часто отмечается в ее многочисленных интервью. И сейчас давайте сместим акцент, например, на Ксюшу Гущину. Миш, Ань, в этом сезоне Ксюша по сравнению с прошлым сезоном есть что нужно и стоит отмечать? Мы уже вчера отметили мы как вчера раз говорили именно об про программы, и я думаю, что это то, что именно бросается в глаза, насколько ярче она стала преподносить свой образ. У нее всегда очень красивые программы, красивые линии, раскатистое катание, хорошие прыжки. И вот в этом году, мне кажется, что шаг был сделан именно в сторону компонентов, раскрытия образов и короткая произвольная программа, как мы сказали, с огоньком. И она очень хорошо интерпретирует эти программы, и она действительно цепляет зрителя. То есть ее программы запоминаются, их хочется отмечать.
но при этом сохранила свою стабильность и хорошие техничные прыжки. Ну вот Вероника Еметова уже готовится занять стартовую позицию. Может быть, несколько слов. Анна Лишенко и юный такой волчок, который волчонок. Ну, ей 16. Да. То есть она уже такая достаточно взрослая спортсменка. Ну, для меня, для меня, как для человека, для отца с двумя дочками, которым понятно, приблизительно да. плюс-минус столько же годиков, для меня это юная. Нет, безусловно, юная, но в сравнении с... Теми, кто окружает, да. это юная. И будем как раз-таки самое время отметить Юлию Липницкую, тренера этой спортсменки, которая в 15 лет уже участвовала на Олимпийских играх и запомнилась зрителям. Вероника Еметова, на мой взгляд, чуть тяжелее в этом сезоне по сравнению с предыдущими, но несмотря все равно на этот факт, это как очень сложно остановить условный локомотив или каток, тот организм, который набрал ход. То есть сразу, даже если давишь по тормозам, нет этой резкой остановки, то есть все равно что-то вот это внутреннее постоянно подстегивает ее, и чувствуется нереальная энергия, когда именно она на льду. И часто ошибка этого сезона, я могу ошибаться, именно вот недокруты и вот чуть-чуть Недокрут чистота. на каскаде тройной луз, тройной тулуп. Это вот ее стартовый каскад в произвольной программе. И вчера как раз-таки в интервью Вероника сказала, что именно над этим прыжком больше всего работали. Он стартовый у нее и в короткой, и в произвольной программе. Да, очень много работали именно над каскадами, над докрутами. Немного переставили прыжки в произвольной программе, как раз тоже с точки зрения каскадов. Поэтому вот чемпионат России для нас будет возможностью оценить, как эта работа была проведена и насколько она дала свои плоды. Ну, вообще Сергей Давыдов очень грамотный специалист, и у него тренируется и Лев Лазарев, и много других перспективных ребят. Поэтому, я думаю, они делают правильные действия, выводы и двигаются. Это видно, что она в этом сезоне, Вероника, повзрослела. То есть она сейчас проходит такой этап трансформации из девушки, можно сказать, в женщину, но в плане катания. То есть катание стало более таким осознанным, Ну, но при этом таким же ярким. более насыщенным, более тяжелым, но не в плане тяжелым, как мы воспринимаем, а Да, именно да. продуманным, осмысленным. Да. На самом деле, вот и у Ксюши Гущиной точно такой же этап сейчас. Это вот прям видно. Елизавета Куликова. Несколько слов. Я фанат. Лиза даже на тренировках своей программы очень катает с душой. Прям видно, что она эмоционально не как робот выполняет просто программу, а вот каждое движение старается прочувствовать. Луп-столуп, чистенько, хорошо. Уверена, да. Мне кажется, в этом году как будто бы многие девочки перенесли каскад в первую половину программы. Раньше все-таки, так, как мне кажется, статистику не сравнивала, но мне кажется, что чаще каскад именно стоял заключительным прыжком, то есть в бонусной зоне во второй половине программы. И наоборот, редкостью было, когда его исполняли первым элементом. И если мне не изменяет память, то в этом году как раз-таки наоборот, большая часть каскадов исполняются первым прыжком, то есть оставляют себе возможность, во-первых, и переделать его во второй половине, если что-то пошло не так. Ну и, конечно, на старте программы сил больше, ноги еще легче и больше возможности чисто, докрученно, уверенно исполнить этот каскад. Такой интересный ход. Это интересный, но интересен и в том, если мы... По баллам это, конечно же, понижение. Так а что? Не такое значительное, но понижение. Но это значит ослабление общего уровня. Нет.
мельчает народ, мельчает Какая-то новая талант или что? тенденция, мне кажется. А с чем она связана? Я думаю, что здесь как раз сделана ставка на увеличение количества баллов, потому что в первой части программы сил много, и ты можешь получить больше GOE от судей, чем ты будешь, ну, условно назовем, выгрызать этот прыжок во второй части на Но с 0. другой стороны, Но с можно другой же сделать стороны, так, он- чтобы не выгрызать его во второй половине программы, Да. а отработать и накатать программу так, чтобы и во второй половине программы он получался на те же плюсы. А здесь получается уже такой, одно за другое цепляется. Этап взросления и трансформации происходит. И в том числе трансформация в расстановке элементов в коротких программах. Скажу так, как человек, который может все и озвучить порой свои мысли тоже, это лишь показатель того, что в прошлом были более сильные спортсмены. Раз они имели в себе Ну, силу. те же самые спортсмены и делали это. Мне кажется, что здесь мы можем увидеть и причину, и следствие. В прошлом году у девочек очень много ошибок было на каскадах. Почти все прыгали во второй половине, и много было и грубых ошибок, или если делали чисто, находили недокруты. И вот мне кажется, что в прошлом году многие столкнулись с тем, что каскад во второй половине чаще именно теряли они на этом, нежели набирали. И в этом году многие как раз передвинули его в первую половину. И получилось, что набирают больше баллы за свои короткие программы, хоть и вот в каком-то смысле облегчение такое сделали. Ну, для меня вот Анна Лишенко — это открытие сезона. Да. Да. Я просто влюбился в ее транзишены, переходы. Причем в прямом, ну для меня в прямом и в переносном смысле. То есть я, правда, впервые увидел эту спортсменку на льду на одном из этапов Гран-при, затем во второй раз уже это событие случилось. Ну и плюс, конечно, заинтригован именно этой прыткости, ловкости. И такое ощущение, что ее ничто не может удержать от какого-то определенного напора. То есть просто человек напирает и напирает. Локомотив. Маленький локомотив. На самом деле, вот это действительно то, зачем ты смотришь как зритель, и ты не понимаешь, почему вот один спортсмен хороший, а другой не очень хороший. Потому что ты восхищаешься именно работой и тем, как человек ее переваривает, тащит на себе, при этом заряжая весь зал, держа вот это внимание 2 минуты 50 секунд, ни на миг не выпустив вообще ничего. Вот мне как раз про Аню хотелось сказать, что тут не то, что не хочется отворачиваться или отвлекаться. Я не хочу моргать, потому что боюсь пропустить какую-то интересную деталь в этой программе, потому что настолько она насыщена. И вот как раз каскад мы видим во второй половине с легкостью исполняет Аня. Ну То вот, есть, значит, могут. но Значит, у мы и многих- обсуждали, что у Ани первый взрослый сезон как раз, а про других девочек это мы обсуждали, что в прошлом году как раз уже были сложности с каскадом во второй половине, и поэтому он перенесен в первую половину программы. Но вот правда, даже моргать не хочу, потому что такие детали интересные в каждую долю секунды вообще есть, на каждый акцент в музыке. Шанс есть у этой спортсменки, во-первых, после исполнения короткой программы оказаться в третьей сильнейшей разминке, ну и вообще иметь хоть какие-то шансы на медаль. Я уверена, что на сильнейшую разминку в произвольной программе шансы определенно есть, потому что при таком прокате короткой программы, я думаю, оценки должны быть очень достойными, даже несмотря на то, что первый взрослый сезон. А вот, конечно, борьба за медали здесь уже сложнее, просто потому что Аня еще не исполняет на данный момент элементов ультра-си. А в сильнейшей разминке мы вчера видели тренировку. Девочки заряжены именно на вот эту вот борьбу. Конечно, мы можем рассуждать, что могут быть ошибки, но неправильно, во-первых, рассчитывать на ошибки конкурентов, а во-вторых, очень много девочек идут на элементы ультра-си. И, конечно, у них определенно есть больший задел. Ну, Юлия Лепницкая вроде бы довольна и прокатом своей спортсменки, и достаточно приветливо здесь всегда. Юлечка улыбается, вспоминает, как и что происходило, ну и, конечно, и гордится своей семьей и тем тренировочным процессом, в котором она играет не последнюю роль. Ну, кстати, завершая мысли и домыслы о
об Ане Ильиниченко хочется отметить, например, мое мнение, что вроде бы, да, это первый взрослый уровень, но выглядит она не по-детски, именно в плане презентации, что зачастую юниоров как бы идет чисто вот прыгать, 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 здесь нет. Думаю, именно поэтому она нас и зацепила, поэтому мы так много и обсуждаем ее программы. Это такая тенденция, кстати, у мальчиков, когда они выходят из юниоров во взрослые, виден такой контраст. А у девочек практически незаметно. Вот, кстати, тоже удивительно. Ну, к 45 годикам я понимаю, что у женщин внутренний мир немножко по-другому устроен. Мужчины, может быть, взрослеют чуть позже, а Во девушки сколько? более ответственные. 46? В моем случае никогда. Ксюша Гущина сейчас совершает небольшую паузу. Не очень уверенно она исполнила каскад. Первым прыжком как раз-таки думаю, что это волнение, и вот очень важно с ним побороться сейчас на тренировке, еще вот проверить этот каскад, чтобы на соревнованиях. Ну, а с другой стороны, о чем Скорее волноваться дома? Это Чемпионат еще не России, главный 6-минутный... старт сезона. Уверена, ну, мы видели, что с этим каскадом не возникает у нее проблем в тренировках, но именно под музыку, именно с захода, именно когда есть уже вот это волнение, пусть и тренировочное, каскад получился не самым удачным образом. Да ладно, Алексей, ты говоришь вот дома, что волноваться-то? Зрители волнуются, а что говорить о спортсменах и о спортсменках? Все волнуются. Главное просто направить это в правильное русло, чтобы это тебе только помогало, а не Да. мешало. Хотелось бы здесь, конечно, как всегда, в пику сказать, а я не волнуюсь. Но нет, не могу себе этого позволить, потому что в любом случае, правда, ну вот, я понимаю, что в А дореволюционное невозможно без время этого. я выступал, но все равно какой-то нерв присутствует. Ну, невозможно от него никаким образом избавиться. Не понимаю, почему. Думаю, это тоже потому, что мы с вами видим сейчас больше придаем внимание своего именно и подготовительному процессу к соревнованиям. И мы вот уже вчера посмотрели тренировки, сейчас наблюдаем. И, конечно, во-первых, и нам передается волнение, которое мы наблюдаем на льду. И плюс мы уже вместе со спортсменами проходим вот этот путь подготовки, мандраж, и тренировочный, и предстартовый. Ну, и поэтому, конечно, это ощущается. Ну и видим их, начиная с контрольных прокатов, потом этапы Гран-при, и вот сейчас на чемпионате России. Ну, а сейчас Соня Муравьева. Очень сильные для меня изменения произошли именно в плане того, что я наблюдаю как раз на льду. Продолжая мою мысль вчерашнюю, что на контрольных прокатах не особо зацепило, правда. Но в сезоне, ну, на то они и контрольные прокаты, для того, чтобы так попробовать. Но для меня, то, что я увидел на этапе Гран-при, вау, это прям... Это как тот поезд, который в Анне Карениной. То есть это прям вот это предвосхищение, что-то очень мощного, которое заставляет тебя в реальности задумываться и проводить через себя. Даже сейчас. Ну, это, конечно, классическая музыка. Это вот музыка на все времена. Тебе как платье? Вы же всегда делаете акцент на прическах, на макияже, на платье. Мне кажется, что оно очень подчеркивает Сонину индивидуальность. И действительно выглядит очень необычно. А такая Такой юбка вот длинная не взгляд. может мешать? Нет, такая не мешает. И как раз-таки длина до колена вполне комфортная. И плюс у Сони юбка Из сеточки довольно такой. оригинальная. Да, у нее такие практически шорты. И при этом юбка сзади. Очень интересно выглядит, да. Я знаю, что с Сониными платьями занимается ее мама, которая как раз-таки здесь на трибунах. Поэтому уверена, что они с Соней вместе все подбирают и делают так, чтобы всем нравилось, и при этом было удобно. Это не первое платье, которое они попробовали. И действительно выглядит оригинально. Миш, ну Вот- давай. вот этот вот Что это жест за как жест? раз. Вот, и сейчас второй пошел, смотри.
Вот, и дополнение. Вот первый жест был, когда ладошки Ладонями вниз. Это что? значит, подыши, успокойся. А второй это, ну Одной давай рукой для- добавляй. А двумя руками? Так вот, двумя руками Не, вниз. нет, двумя ладошками вниз, это Это надо. успокойся. Подыши, Потом да, спокойно. круговые А движения. потом вот это говорит, ну все, давай уже, отдохнула, вот теперь давай дорожку. Ну, судя по совсем короткой паузе между этими двумя жестами, Алексей Николаевич Мишина, то пауза была Там не... вращение было. Кстати говоря, контент поменяли. Флип to loop, Флип-тулуп, да. аксель и луц. У До этого она прыгала Сони каскад был луц луц to to loop, loop. да. А флип во второй половине. А сейчас, да, заменили каскад на флип-тулуп. Для чего? Зачем? Может быть, Возможно, лучше идет. да, именно так в тренировках, наверное, лучше получается либо каскад, либо, может быть, ей луц во второй половине прыгать легче, чем флип. Ну, то есть здесь может быть несколько вариантов. Про платье также нужно отметить, что вчера мы видели, что все девочки были в тренировочных костюмах. Сегодня, ну, получается, больше половины, 4 из 6 в соревновательных платьях. Это не обязательно на тренировке, каждый может быть так, как ему удобно, но вот зачастую девочки в особенности, но в целом мальчики тоже, именно в день соревнований уже одевают соревновательные костюмы, потому что, конечно, все-таки немножко, но другие ощущения в соревновательном платье. У тебя сразу, мне кажется, и осанка расправляется уже, и волнение тоже некоторое соревновательное появляется. Так, видим ошибку Ксюши Синицыной, но в тренировках многого значения этому не будем придавать. Главное исправить это к соревнованиям. Так вот, про костюмы, да, многим очень важно это проверить с точки зрения просто твоих ощущений в костюме, потому что в костюме ты уже по-другому себя ощущаешь. Но и иногда такое бывает, что действительно в костюме там может быть юбка где-то потяжелее, может быть перчатки какие-то другие. Тоже это все важно проверить. Ну, у нас вообще, в принципе, такая, как бы, в фигурном катании очень тонкая настройка, и действительно очень важно почувствовать, как ты себя ощущаешь в костюме. Там, перчатки надел, снял, Ой, это уже перчатки, отличается. это невероятно, да. Я за себя скажу, я без перчаток не могу прыгать. Вот не могу. Даже если их там не должно быть, значит, должны быть какие-нибудь телесные, тоненькие, незаметные, но без перчаток у меня именно вот координация терялась. Всегда я знаю, что я такая не одна. Вот мы, по Ты крайней не мере, с одна. девочками обсуждали, что у многих так. Буквально тонюсенькие, легенькие перчатки снимаешь, и руки ты уже по-другому их ощущаешь, И в по-другому это группируешься. очень сложно поверить, Да. что ты говоришь правду, но это правда. Да. До того момента ты не веришь, пока не надел перчаточки. А дальше как будто ты в коконе в каком-то, и ты спокоен. Я вот сразу начинаю чувствовать свои руки по-другому. Я понимаю, как мне группироваться, как мне прыгать. Снимаешь перчатки, тут же пропадают эти ощущения. Я начинаю по-другому руки сцеплять в группировке. Все по-другому. И это вот мы говорим про маленькую деталь. И, конечно, у каждого спортсмена есть свои такие индивидуальные нюансы, которые ему помогают или мешают. Срочно всем выдать по перчаткам. Или варежкам. Ну вот, кстати говоря, Ксюша Синицына катается хоть и в тренировочном костюме, но без перчаток. Да, мы как раз говорим о том, что не у всех одинаково, а у каждого вот индивидуальные есть моменты, которые именно ему подходят. Не все еще до конца раскусили этот секрет. Ну, про Ксюшу Синицыну здесь стоит даже порой не говорить, а восхищаться стилем. Он может многим не особо нравиться, но лично мне, я правда, еще раз повторюсь и подчеркну это слово, я правда восхищаюсь этой утонченности. А мне кажется, Присущий что катанию очень Ксюши. много у Ксюши как раз-таки болельщиков, которые ее именно за это любят и ценят, выделяют всегда и восхищаются ее катанием, ее программами. И как мы, да, часто говорим, что вот одним спортсменам идет более какой-то такой современный стиль, кому-то более танцевальный, кому-то более классический. А вот Ксюша, она же пробовала и абсолютно разные направления. Мгм. Мы видели ее даже и в новогодних каких-то представлениях, где она в шапочке, в перчаточках с лыжами пришла на Новый год празднования. И этот стиль ей тоже идет, А такой произвольная развлекательный. танцор диска. Танцор Совершенно диско. замечательная. Произвольная программа вообще суперская. И вот как и вчера, Анна Лишенко делает дорожку шагов. Это здорово. Это вот, я не знаю, я восхищаюсь. Это вот комплексный подход.
не всегда хватает нервов, терпения на это. Но это очень важно, очень важные вещи. Вот Ксюша Синицына, я чуть проморгал. Целиковый прокат сейчас был? Практически, да? Ну, практически, да. Хотелось бы, конечно, подслушать, что же за диалог происходит между тренером и Ксюшей в данный момент. Ну, явно по эмоциям, которые мы видим и возникают на лице у Ксюши, что-то чем-то вот недовольна немножко. Каскадом, конечно же. Ну, Ксюша взрослая спортсменка, и здесь, я думаю, они подойдут к оптимальной такой кондиции именно к моменту проката вечером. Слушай, под стать твоим словам, смотри, сейчас опять вроде бы стартовая позиция, и вот сейчас уже без музыкального сопровождения, но она что делает? Пытается вновь Да, повторить да. первый элемент, который не получился. Смотри, вот все, да, вот Все, все вот до хорео. мельчайших деталей, до пальцев на руках. Ну вот сейчас посмотрим. Есть первый. И есть второй тройной тулуп в исполнении Ксюши Синицыной. Ну а сейчас несколько слов от Ксюши Гущиной. Она уже находится с нашей коллегой, с Анной Щербаковой. Ксюша, привет! На этом чемпионате России мы вместе с самыми преданными болельщиками наблюдаем, в том числе и за тренировками предстартовыми. И вот с Михаилом Калидой мы сошлись на мнении, что тренировка перед короткой, она всегда самая волнительная, потому что за день до все-таки такой азарт, адреналин, показать все, что ты умеешь. Перед произвольной уже как-то соревнования начались поспокойнее, а вот перед короткой как будто вот самый большой мандраж. У тебя как? Ну, я соглашусь с вами, потому что, да, лично для меня тоже перед короткой самая сложная тренировка почему-то получается. Хотя вроде все элементы умею делать, все исполняю, но все равно какое-то волнение присутствует. То есть вот сегодняшнюю тренировку, если брать, то это больше не работа над техническими нюансами, а больше психологическая настройка? Ну, я думаю, что да, и проверить, что я не разучилась за ночь ничего делать. Мы обсудили твой новый стиль, новый цвет волос. Как приняла такое решение и дает ли тебе больше огоньку на льду это? Но я вообще покрасилась давно, еще перед Байкалом. Просто у меня цвет то смывался, то я подкрашивалась сама. В этот раз сходила в парикмахерскую, сказала, ну сделайте чуть-чуть поярче. Получилось слишком ярко, но мне в целом нравится, как на льду смотрится. Вот. Думаю, прям какого-то огонька не придает, все равно это все изнутри идет. Поэтому просто для образа. Также мы обсуждали, что для девочек важно и в целом вот весь образ. Накраситься, причесаться, одеться. И как будто это уже в этот момент идет какой-то настрой на соревнование. У тебя есть такое, что подготовка перед стартом, вот макияж, прическа — это уже целый ритуал? Как ты вообще слушаешь музыку или, может быть, прогоняешь в голове программу? Конечно, для меня именно накраситься и сделать прическу — это каждый раз какой-то челлендж, чтобы все получилось. Особенно если надо наклеить ресницы. Или вот на короткую в этом году я делаю вот эту вот волну, которая у меня не всегда получается с первого раза. Поэтому у меня уходит около 2 часов. Вот, иногда это как медитация работает, иногда наоборот, нервы на пределе, чтобы все получилось. Мне кажется, высший пилотаж — это после 6-минутной разминки подправить макияж губ или глаз, когда уже нервы, руки трясутся. Бывает такое? Да, бывает, помаду особенно вправляю. Но это уже, мне кажется, говорит о железных нервах Ксюши Гущиной, потому что поправить помаду после 6-минутной разминки, знаю по себе, это задача не из простых. Но желаем, чтобы сегодня все получилось: и волна, и макияж, и, конечно же, короткая программа. Спасибо большое. Ну что ж, интриги, расследования продолжаются здесь, во Дворце спорта «Юбилейный». Мы вновь продолжаем комментировать все то, что происходит на льду Дворца спорта. Впереди самая сильная на данный момент разминка. Это девушки, это подготовка к короткой программе, которая состоится сегодня. Кстати, пожалуйста, пропустите прямую трансляцию. Она будет на Первом канале в 18:25. Попросите своих знакомых, заведите будильники. Но самое главное, не пропустите. Это чемпионат России. Это, правда, лучший из лучших. Не только нашей страны, но и планеты Земля. Ну что ж, возвращаемся к тем событиям, которые разворачиваются на льду. Но перед этим, Ань, в интервью с Ксюшей Гущиной, как вы четко знаете, сколько вам времени нужно? Прям совпадаете по всей информации. 2 часа.
на мейкап, на это и на это, как важно платьице и так далее. Вот под нами сейчас происходит уникальное событие. Этель Егоровна Беридзе сидит за камерой. Все работает, все в процессе. Оператором также заделался на какой-то момент Даниил Глихенгау. Все это снял, запечатлел. Возможно, это когда-либо попадет на экраны. Но все пределы. Работа продолжается. Главное, что настроение хорошее. Настроение, да. А я понимаю, что происходит. Этель Егоровна записывает элементы своих На подопечных, тренировках, конечно, да, для того, нужно чтобы рассказать, анализ. что на тренировках всегда, особенно когда проходят прокаты вечерние, вот такая инсценировка соревнований, 6 минут разминки, и затем все по очереди катают свои программы, всегда у нас есть камера, на которую снимают весь прокат, и затем монитор, на котором замедленно можно разобрать каждую деталь, каждый прыжок, каждую дотянутую или недотянутую руку, каждое вращение, обороты все посчитать. И поэтому как раз на тренировках это есть. Так что, возможно, Этель Георгиевна решила и здесь по той же схеме провести тренировку. И слушайте, продолжая, кстати, мне очень понравилось, и когда ты осознаешь, насколько все же, казалось бы, какое-то настроение. Ну хорошо, но пришел ты не в очень приподнятом настроении, но условно у тебя есть цель, чистый прокат. Но как сильно влияет и как мы подвержены этому настроению, а? Вообще я понял с годами, что раньше Новый год это было что-то такое таинственное. А почему? Потому что родители устраивали праздник, а сейчас мы сами должны устраивать этот праздник. И, Нет такого соответственно, больше приподнятого настроения. поднимать настроение, наряжать елку. И мы это все делаем сами сейчас. И в то же время вот на утренних тренировках тоже, даже если ты пришел не очень хорошее настроение, ты не выспался там или еще что-то, ты улыбнулся. Тебе улыбнулся кто-то в ответ. Все, замечательно. У вас пошла уже энергия, и все здорово и весело. Мне кажется, как раз опытные спортсмены уже знают четко, с каким настроем им нужно выходить на соревнования, а настрой он не появляется ежесекундно, ты не можешь щелкнуть пальцем и сразу оказаться в нужном настрое. Именно поэтому уже как раз-таки с утра, как минимум, а то и за день до идет вот эта настройка правильная внутренняя, чтобы к моменту проката ты был полностью вот в том состоянии, которое максимально благоприятно повлияет на тебя на выступлении. Так что сейчас, я думаю, каждый из спортсменов уже индивидуально в своей голове какой-то вот свой настрой сохраняет. Кому-то нужно закрыться, наоборот, не реагировать на какие-то внешние факторы, не смеяться, не шутить и держать настрой в себе. Кому-то нужно, наоборот, развеяться, повеселиться и отключиться. Так что вот здесь уже начинаются такие индивидуальные процессы. У Адели Петросян нет в заявке тройного акселя в короткой программе. Или он есть, но как бы такой скрытый для нас всех на данный момент. Сейчас у нас будет Узнаем? тренировка и возможность посмотреть. Вчера в произвольной программе аксель был. Интересно, какое решение они приняли по короткой программе, конечно. И, Миш, по-моему, есть существенная разница, если мы говорим, продолжаем тему Адели Петросян, по сравнению с тем, как начался ее сезон, то, что мы видели на первом ее этапе, потом на последующем. И сейчас, конечно, немножко другой человек. И есть прекрасный четверной тулуп в количестве 2 штук, исполненных вчера во время проката произвольной программе на тренировке. Есть тройной аксель, как бы есть все. Они, можно так сказать, выходили на какое-то время, но вернулись. И я все-таки хочу порассуждать. Я могу, в принципе, это сделать сам с собой. Давай Так вместе часто сделаем. бывает. Давай вместе. По поводу все-таки тройного акселя в короткой программе. Нужен или нет? Да. Я думаю, сейчас не нужен. Лучше его доработать и сделать на главном старте. А как без этой Сезона. соревновательной практики? Если на данный момент они еще не чувствуют достаточной уверенности в прыжке, чтобы показать его в короткой, я тоже вначале первая мысль была, что Аделия на этом чемпионате России не теряет ничего, даже если попробует и ошибется. Но с другой стороны, зачем единственный опыт этой попытки, если она к этому еще не готова, и он может оказаться неудачным, и только сбить вообще всю подготовку и настройку этого прыжка, который еще в процессе. А как раз в произвольной программе, где на него не будет такой ответственности, возложенной на этот тройной аксель, вот для нее будет возможность проверить его в соревновательной обстановке, поэтому как раз здесь, наверное,
не нужно прыгать, чтобы не Мы записывать посмотрим. плохой И, да, то прыжок есть, себе в память. если она еще не чувствует уверенности настолько, чтобы сделать его в короткой уверенно, да, то лучше вот зачем одна попытка, если она может оказаться тоже неудачной. Здесь очень... А в произвольной программе она его так сможет проверить и после 6 минут разминки, да, и в соревновательном настрое. Прокату своей короткой программы в данный момент готова уже Маша Захарова. Мы видели хорошо исполненный четверной тулуп на одном из этапов Гран-при. Но вчера немного что хорошо, прям так идеально получалось. Помните, на тренировке Нервничала, да. нервничала? Нервничала, прокат был не самый удачный, но после проката я видела не единичное исполнение четверного тулупа, удачное, так что она его исполнила и не один раз. Показалось, что прыжок есть, просто, да, некая настройка все равно техническая шла, может, и психологическая в том числе. А можешь поделиться? Я понимаю, что у тебя такого опыта не было, или, Миш, ты, например. Это же семейный подряд, условно, тренируется у мамы. Вот каково это тренироваться? Я понимаю, что у вас нет четкого ответа, не было этого опыта, но вот Может быть, и слава богу, что не было опыта. плюс или минус? Очень сложный вопрос. И я Знаю. думаю, здесь нет однозначного ответа, потому что, например, Кагияма тренируется у своего отца. Потрясающе совершенно. У них и контакты, Малинин. все замечательно. Илья Малинин. Мария Захарова. То есть тут сугубо индивидуально все. А я слышал мнение, что наоборот, родители-тренеры отдают своих детей другим тренерам, потому что они не Специально. могут, да, специально, потому что они не могут разделить условно работу и дом, и рабочие отношения переносятся дома, и это уже портит все. Ну, вроде сегодня чуть полегче выглядит. Гораздо уверенней. Такой все-таки первый день был на раскачку. Сейчас она выглядит очень спокойно. Насколько все индивидуально, да? У кого-то это может быть самая волнительная тренировка, кто-то, наоборот, может быть, вчера свои нервы потратил, сегодня уже эта уверенность приобретает. Я сейчас подумал о том, что в «Хрустальном» же мама Маши тренировалась. Что? Вы не пересекались в «Хрустальном»? Анна Царева, да, она Оксана. тренировала в «Хрустальном» очень много лет. И как раз когда тренировалась Анна Погорелая, они тренировались на нашем катке. И я в тот момент тоже, да, следила за Вот, этими тренировками, вот я про на это, одном я- льду была. Да-да-да. Значит, я именно прав. так. Воспоминания какие-то, может быть, или так уже не припомнишь? Нет, я помню, и мне всегда казалось, особенно с моего детского возраста, что Анна очень строгий тренер. И совсем недавно я видела как раз ее интервью, где она говорила о том, что да, она была очень строгим тренером и сейчас даже во многом пересмотрела свой подход и стала мягче относиться к ученикам. Так что это тоже интересно, что и тренеры тоже могут что-то вот пересмотреть в своем подходе и говорить, что сейчас, например, некоторые вещи вообще делала бы по-другому в работе с той же Анной Погорелой. А после этого, насколько я видела, Анна Погорелая сказала, что все было так, как нужно, и со мной им надо было именно вот так строго. Так что вот интересные два взгляда спортсмена и тренера на их совместную работу. Кстати, Леночка Водорезова сейчас тоже с Анной Царевой вот что-то рассказывает Маше Захаровой. Ты лишь гостем был в сумраке ночи. Ну а на экранах уже Анна Фролова. Анна Фролова в судьбе моей, нашей. Люблю тебя, как любит в жизни раз. Мы знаем, что у Анны трудно даются утренние тренировки, но каскад 3-3 сделала. Это тоже интересный момент, да, почему нельзя судить по тренировкам, потому что предстартовая тренировка, она проходит утром, а соревнования вечером. И как раз-таки, почему не надо драму разводить, если что-то не получается, потому что, ну, невозможно и с утра быть на пике своей формы, и к вечеру как раз-таки многим нужно с утра немножко просто разогнать себя, и к вечеру поймать вот это вот свое оптимальное состояние. Перезвон. На ваш взгляд, если мы говорим про программы Анны Фроловой, очень много драмы, но этот стиль ей идет. Стоит эксплуатировать его дальше? Любовь похожа. Мне кажется, здесь речь не про
эксплуатацию, а Аня очень взрослая, сложная спортсменка, и которая программы свои катает всегда с душой, выкладываясь полностью. И здесь важно, чтобы эти программы ей откликались. Ну и давайте не забывать, произвольная у нее программа «Кошки», по-моему, довольно недраматичная. Да, я как бы раз как раз таки тоже разноплановые хотел два дополнить, что у образа. Анны очень да. хороший диапазон, поэтому назвать ее чисто вот такой драмой Драматической Queen актрисой. невозможно. Ну, в короткой программе зачастую она эту драму берет, но она ее так хорошо делает, а почему вот этого не делать, если она это чувствует, если она это так хорошо катает, что это цепляет зрителей и пробирает до мурашек. А разные программы она нам тоже демонстрирует, разные образы. Тем временем и Миша сигнализирует два тройных акселя в исполнении Дины Хуснутдиновой. Очень стабильно она исполняет этот прыжок. Чуть-чуть нервничает Аделя Петросян, но вот сейчас Интересный партнер момент, я сложился. прям наблюдаю за этой тренировкой, и у меня, честно признаться, подтверждаются какие-то мои внутренние догадки. Я как-то, мне кажется, на этапе в Омске сказала, что замечаю за Аделей, что ей важно выпустить этот нерв либо на 6-минутной разминке, либо на тренировке. И у нее очень часто есть вот эта связь, когда там неудачная разминка, хороший прокат, или плохая тренировка, хороший старт. И это очень объяснимо психологически, когда ты вот как ты выплескиваешь все эти переживания на разминке, что ничего не получается, а потом собираешься и показываешь на самом деле все самое хорошее в прокате. И вот у Адели вчера, получается, была очень удачная тренировка, она была в полностью положительном настрое, все получалось, только на улыбке. Сегодня же мы видим уже и нервы, и переживания, и общение с тренерами, и ошибки. Это выходит на эмоции. И тоже вот как раз это к тому, что не нужно как раз на тренировках устраивать драму, потому что вот потом она идет и собирается. То есть у каждого своя настройка, это нормально. Кому-то нужно вот так вот выплеснуть эти эмоции, негативные в том числе, чтобы потом со спокойной головой уже идти в прокат. Заявки нет, на тренировке есть. Я про тройной аксель. Многие помнят. Многие помнят. До определенного времени, Миш. До 45? Я про себя. Ну, я понял. Да. Здорово. Если Аделия Петросян так сегодня откатает, будет очень хорошо. Во время проката Адели Петросян сейчас прямо рядом с нашей студией такой тоже артистический этюд был в исполнении Этери Георгиевны. Это что? Про что? То есть это такой эмоциональный моментик в программе, когда вот этот голос идет на разрыв, так и вот Аделия не попала немножко в такт. Да. Время звучания 2 минуты. Чуть-чуть не попала. Дарья Садкова. Приготовиться. Денис. мы как раз, пользуясь ситуацией,
потому что находимся рядом, мы можем подслушать, что происходит в группе Терри Георгина. Единственное, что я услышал на данный момент, это, ну, все же хорошо было адресовано Аделе. Ну, правда, пока вот... Да, все хорошо. Даша Садкова сейчас, короткая программа. Ну, вот как раз, да, срыв был первого тройного прыжка, был всего лишь двойной луц. Даша как раз одна из тех спортсменок, кому тоже каскад передвинули в первую половину. И причем, зная Дашу, в ее случае это не момент физической подготовки, что в первой половине легче прыгнуть, а во второй нету сил. В случае Даши это именно психологическая история, потому что прекрасно она выкатывает свои программы физически. Здесь момент, да, вот этого, что в короткой она часто допускала ошибку, ко второй половине уже успевала придумать себе какие-то проблемы, а в первой половине зачастую сразу уже начать с этого каскада, отпустить себя и катать уже чуть спокойнее программу. Но вот видим, что на тренировке все равно волнение играет свою роль. Как вы умеете, девушки, себя накрутить? Знаешь, Миш, они еще, как говорит Да ладно, Аня, девушки, все накручивают себя, бывает. ну как бы, Мальчики когда уже тоже. программа пошла, стартовала, придумывать все проблемы ко второй половине. Ну, правда, Даша, она непредсказуемая, да, Ань? Так интересно жить. Сначала ты себе придумываешь проблему, потом ее решаешь. Ну, вот и как всё. раз говорили, да, с Дашей вчера обсуждали, что если на соревнованиях есть Даша Садкова, то интрига есть всегда. Главное, чтобы завершение всегда было на положительной ноте. Так, очень зажигательная программа у Даши, классная. Показывает ее танцевальность. А насчет каскада во второй половине, правда, есть еще психологический момент, потому что если ты исполняешь его во второй половине, то в первой половине у тебя буквально двойной аксель и тройной флип зачастую, ну, сольный тройной прыжок. Это абсолютно легкие прыжки, которые не занимают у тебя много сил, и получается, что у тебя вся программа строится как ожидание каскада во второй половине. И психологически, вот как раз мы говорим, накрутить себя за время программы, это значит, что ты начинаешь, может быть, очень спокойно и уверенно свою программу, но пока ты дойдешь до вот этой заветной отметки второй половины, где будет каскад, ты уже за это время можешь начать как-то нервничать, переживать, и уже может это закончиться какой-нибудь ошибкой во второй половине. Как раз вот мы говорим о том, наверное, об этом симбиозе настроя психологического и физического, да? Что есть технические ошибки, а есть моменты тонкости, такие настройки. А это на вот старт. тоже тонкости настройки, они начинают быть важными для тебя именно в момент взросления. Ну, для меня это Хотелось плюс бы 5. сказать, давайте присмотримся, коллеги, плюс к тройному акселю. Да, это просто... Это очень Ну, хорошо. Плюс 4. Может быть, чуть-чуть побольше скорости добавить, будет плюс 5. Очень стабильно исполняет Дина. Вот как раз о чем мы и говорим, да, что это не неоправданный риск. Это прыжок, который она исполняет так же уверенно, как и тройные прыжки. А и- почему тройной Ридбергер, а не, например, тройной Луц? Более что- любим этот прыжок? Я Более... думаю, тройной луц будет в каскаде, значит, скорее всего, вместо тройного флипа выбрали тройной Ридбергер. Разница в баллах минимальная, там, насколько я помню, 1 или 0,2. Это моя ошибка, я просто обычно прыгаю двойной аксель, и поэтому каскад старается сделать самым достаточно сложным по баллам. Дорогим прыжком, типа тройной луц, тройной тулуп. А здесь ты видишь тройной Ридбергер достаточно несвойственный, но на этот прыжок элемента у девушек просто стараются брать Но вот все-таки у Даши флип-луц, Садковой флип-луц. тоже стоял Ридбергер во второй половине именно сольным прыжком. Здесь мы видим, вот, да, каскад тройной луц, тройной тулуп во второй половине, то есть сделали выбор в пользу Ридбергера, нежели флипа. Но это уже могут быть личные предпочтения, скажем так, спортсменки. Вот тоже очень оригинальная фишка, мне кажется, никого больше не видела. В позиции в кольце делает подпрыжку Дина. Сложная черта. Очень сложная. То есть подпрыжку делают многие, но в кольце я видела только у Дины, как уверенно она это делает. Это очень сложно. Как
раз то, о чем мы говорили, элементы ультраси, они присутствуют. И четверной тулуп от Маши Захаровой мы видим, и Аделия Петросян исполняет тоже, и тройной аксель, и Алиса Двоеглазова тоже явно сфокусирована на элементах ультраси. Вот сильнейшая разминка. Даша Садкова откатала, думаю, сейчас тоже приступит к оттачиванию тулупа. Алиса сегодня сделала просто шикарный четверной луц. Просто шикарный. Если она сделает его в завтрашней произвольной программе, соперницам будет ой как непросто. А если это еще пойдет в совокупе с четверным тулупом, двумя, Двумя, по-моему. Двумя, да. Вот как раз продолжая тему Алисы Двоеглазовой, сейчас тренировка ее короткой программы. Даша Садков в данный момент взяла, что это такое? Защитные шорты. Защитные шорты. Как раз, да, для исполнения четверных прыжков, потому что как раз-таки в платье, можно признаться, конечно же, больнее падать, в том числе. Тут не нужно Поэтому падать. Это и Как правильно. сказала да. Татьяна В только раз. перчатках то же самое. Ты себя чувствуешь увереннее. Соглашусь, Вот и да, всё. здесь момент тоже психологический, что, возможно, ты в этих шортах ни разу и не упадешь, но все равно... Так а что ты- делать? В тебе- перчатках ты можешь выступать и на соревнованиях, в тоненьких таких. А что делать с этим поясом надежности? Ну, как видишь, Комфортно. справляются девочки Представляю. Комфортных падений. выступает без него. Но на тренировках тоже момент немножко перестраховаться, в том числе, да, где-то, может быть, тебе просто так привычней, а в какой-то момент может застраховать тебя от ненужного какой-нибудь травмы, которая потом выбьет тебя из тренировочного процесса. Все-таки четверные прыжки, какая бы стабильность с них ни была, это все равно риск, и все равно больше риск травмы, да, больше высота, больше травматичность. Если есть такая возможность, лучше себя застраховать. J'ai d'espérance sur ce chemin, ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide Классный de луц. sens. Вот как раз для четверного. Je me tiens Бывает такое, вот человек выполняет тройные прыжки, и ты видишь, что четверным тут и не пахнет. А у Алисы как раз видно, что это четко для четверного. dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comment cœur est immense. Je suis un enfant du monde. J'aime le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le temps, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai Алиса что-то выпустила из своей программы, правда? Какой-то маленький, небольшой совсем кусочек. Вращение, как я сказала, Ну вот я, да, вот всегда и в короткой произвольной программе пропускают одно вращение, первое. это Первое как из вращение, которое разряда... идет в программе, всегда пропускают, потому что, ну, во-первых, целый прокат программы, он должен быть именно на старте. Это как, говорю, из разряда, у вас была какая-то тактика, вы ее придерживались, судя по всему, если спустя энное количество лет, плюс-минус такая же система, есть тактика, и Безусловно. группа Этери Георгиевны придерживается этой тактики, выпуская одно из вращений для того, чтобы сделать, сместить как бы акценты и показать всем, что да, я у себя дома, условно, в своей программе чувствую себя комфортно. Да, Миш, спортсменам нужна четкость, на самом деле. Это действительно так проще и физически, и психологически. То есть там, условно, тренер тебе говорит сделать 3 четверных тулупа, ты идешь и делаешь 3, ни больше, ни меньше. Или там 5 тройных акселей, и все. То есть ты отработал хорошо, и у тебя чувство удовлетворенности после таких тренировок есть. И есть явное движение вперед. Объясни мне, пожалуйста, может, я что-то не понимаю, но вот Даша Садкова, да, сейчас вот в этом, как раз на наших экранах, в этих шортиках, Мгм.
шортиках безопасных условных падений. Но вот для чего? Мы же знаем Дашу, которая прыгает четверной тулуп. Вот сейчас очередная попытка. Я увидел падение до этого. Сейчас плюс-минус четверть недокрута, но удачно приземлилась. Был показан выезд. Ну как бы, а для чего эти шорты? Я понимаю, когда ты разучиваешь элемент, но, Даша, я не знаю, просто из эпохи Честно той, говоря, я когда мы не тоже используем не такое. знаю, когда Интересно будет мы с спросить. тобой практически из одних эпох, и да, только входили в обиход, когда я там рос и учил эти четверные прыжки. Действительно, многие использовали, но я тоже не понимал, для чего. Это скорее как-то для... Психологический Да, подход. психологический такой момент, что ты как будто если ты упадешь, страшного ничего не случится, Ну вот и сейчас будет вот не так падение больно. не очень комфортное, так Ну, скажем. Сейчас вообще да. не очень. И здесь реально шорты спасли, потому что это огромная гематома могла бы быть, если бы этих шорт не было. Но вы знаете, уважаемые зрители, бывают такие моменты в течение сезона, казалось бы, достаточно легкий, комфортный элемент для тебя, но он правда берет, как говорится, и выходит из того помещения, в котором ты находишься. У тебя было такое, что вот как Конечно, прыжки пропадают и бы все. пропадают? Да. И приходится от старта к старту, от тренировки к тренировке постоянно ловить это ощущение. У нас очень тонкая вот эта настройка, и перчатки, и вот эти шорты, и утренняя тренировка или там вечерняя тренировка. Это все играет роль. Песчинка может решить все. Нигде, ни в каком виде спорта в другом, в мире такого нет. Ну, про песок мне говорить не нужно. Я и не говорю. Вот сейчас уже ближе. В хорошем Плохо исполнении. стоит на правой ноге. Ну, такое ощущение, что не хватает вот этой резкости входа в прыжка, что вот задержка идет на Такое моменте бывает. отталкивания. Такое, кстати, бывает именно после проката программы. А, Нужно ноги уже больше, немножко да, не те. нужно больше времени, и ноги не те, и уже как бы ты начинаешь уставать, и острота реакции уже не такая. Поэтому надо немножечко взять паузу побольше, но ввиду того, что тренировка длится перед короткой программой всего лишь 30 минут, у тебя просто нет времени на это. Поэтому приходится работать в таких вот условиях. Насколько берем любые профессии, насколько тонок, да, тонкий вот этот мир. И вот как ты правильно говоришь, ну какая-то песчинка может просто изменить ход событий. Нет, ну вообще по общему такому настроению на тренировке все более-менее неплохо. А, кстати, какой лед здесь в юбилейном, Миш? Мягкий. Ты помнишь? Мягкий, да? Мягкий, вот? да. Потому что здесь это более хоккейная площадка, я имею в виду, или хоккей уже отсюда уехал? Нет, иногда играет. Здесь Динамо базируется. Потому что Но для они наших- больше играют на малой арене. А тренируются фигуристы на главной в том числе А, и и на здесь тренировочной. тоже? Да. Сам катался здесь на прошлой неделе. Я катался. Что я помню, что по воспоминаниям, конечно, в основном тренировочные процессы проходили на другой арене. Ну, а сейчас Анна Фролова готова уже дать несколько комментариев после того, как завершилась уже заключительная тренировка перед самим уже стартом, перед короткой программой. Анна Щербакова поговорит сейчас с Анной Фроловой. Аня, привет. Ну что, тренировка перед короткой программой зачастую для многих самая волнительная. У тебя вообще как? У меня она сегодня прошла достаточно спокойно. Вообще, каждый раз по-разному, зависит от состояния. Иногда выдаю такие тренировки, как будто кататься не умею. Но ничего, потом главное выйти и собраться на старте. Потому что тренировки никто не оценивает. Вот. У тебя вообще есть какая-то вот связь между там плохая тренировка, хороший старт, хорошая тренировка, плохой старт, или это всегда абсолютно по-разному?
Ну, обычно, если хорошая тренировка, то зачастую, как бы, и, скорее всего, будет хороший рабочий прокат. Если плохая тренировка, то я все равно стараюсь сделать так, чтобы у меня был хороший рабочий прокат. Ну, в общем, плохая тренировка обычно для меня как какой-то выброс адреналина, стресса. Я как будто все плохое оставляю на ней. Выхожу, конечно, чуть расстраиваюсь после, но на соревновании уже совершенно с другим настроем, с холодной головой, вот, и на других ощущениях, конечно. Мы вчера тоже были на тренировке и видели, что произвольную программу ты вернула с прошлого сезона. Почему было принято такое решение? Захотели. Четко и по существу. Я не буду придумывать здесь какую-то историю. Ну, просто, по большому счету, мы это обсудили. Была такая идея, мы думали над этим, ну и в конечном итоге Евгений Владимирович принял решение, как наш главный тренер, что да, давайте попробуем, давайте посмотрим. Но я как бы на следующий день уже ее вспомнила, катала абсолютно спокойно. То есть проблем с ней никаких не было. Вот. Надеюсь. А не было сложностей, когда вернула старую программу, ты ее катаешь один в один, как в прошлом году, или, может быть, что-то поменяли уже в этом году, по-другому делаешь? Ну, что-то, конечно, поменялось, потому что я эту программу не катала больше полугода. Вот, какие-то акценты доработали, какие-то шаги чуть-чуть переставили, но а так в целом глобально ничего не меняли. Так что я надеюсь, что то, что мы нарабатывали, очень старались, сделали огромный объем работы. Надеюсь, я это покажу, и все будет хорошо. Всё, спасибо тебе большое. Желаем тебе показать все задуманное и в короткой, и в произвольной программе, что все получилось. Спасибо. Ну и слава богу, что комфортно Анна Фролова себя чувствует, хоть и в старой программе, да это не важно. Это как есть у нас поговорки, что бывших фигуристов не бывает, бывших спортсменов не бывает, также и бывших программ тоже не бывает. Они наши, родные. Самое главное, чтобы вот этот комфорт позволял тому или иному спортсмену показывать свой максимум. Ну что ж, желаем удачи сегодня вечером Анне Фроловой, но также и желаем этой удачи Дине Хуснутдиновой. И как раз сейчас уже Анна Щербакова готова с ней поговорить. Дина, привет. Расскажи, как проходит уже вторая тренировка в юбилейном, с каким настроем вообще выходишь на лед? Вторая тренировка прошла уже намного лучше, чем первая. На первой я достаточно сильно нервничала. Вот. Выхожу на лед с боевым настроем и очень хочу показать чистое катание сегодня и завтра. Для тебя эти тренировки — это именно доработка технических моментов, то есть тренеры делают еще какие-то замечания, или больше просто привыкнуть ко льду, успокоиться, настроиться психологически? Наверное, второй вариант. Больше привыкнуть ко льду, настроиться психологически, так как на этих тренировках мы уже проверяем какие-то только элементы, а не заново там учим. Такого нет. Вот. Стараемся показать то, на что мы способны. Мы в течение сезона видели, что у тебя очень стабильный тройной аксель, и то, что у нас есть возможность наблюдать за тренировками, нам еще больше это показало, что на тренировках ты его исполняешь с завидной уверенностью. Ты еще добавила в свой арсенал прыжковый четверной тулуп к этому старту. Расскажи, как проходила над ним работа, когда удалось его сделать первый раз, как быстро решили, что в программу будете его добавлять? Удалось его первый раз сделать достаточно стабильно уже где-то в сентябре, вот, но на этапы я уже ездила только с двумя акселями, потому что надо было как-то спокойненько, чисто прокатать. А уже после этапа в Казани я начала нарабатывать его в программе. И вот очень надеюсь, что смогу завтра его показать также на соревнованиях. Как ты вообще настраиваешься на соревнования? Что для тебя важно? Ты закрываешься в себе или, может быть, наоборот, хочешь пошутить, посмеяться с девочками, потому что я смотрю, у вас очень дружный коллектив, ты со всеми хорошо общаешься в группе? Наверное, сейчас схожу погулять, чуть-чуть отдохну и буду уже настраиваться просто к соревнованиям. Нет такого, что я закрываюсь в себе, стараюсь со всеми, как обычно, как в обычной жизни общаться, ничего нового не придумывать. Вот. Ну, желаем тебе ничего нового не придумывать, чтобы все было как обычно, тебе комфортно и, конечно, чтобы все задуманное обязательно получилось. Придумывать что-нибудь новенькое не только можно, но и нужно, но в межсезонье, когда есть на это время. А сейчас самое главное – делать то, что умеешь, и делать это с душой и любовью. А так могут все.
кто в эти дни принимает участие в чемпионате России по фигурному катанию. Ну что ж, женские тренировки завершены. Впереди уже очередной, уже второй по счету соревновательный день. Пожалуйста, не пропустите сегодня короткие программы женщин. Прямая трансляция начнется в 18:25. Ну а до этого короткие программы у мужчин. Ну а завтра мы продолжим эту уже, мне кажется, полюбившуюся добрую практику трансляции тренировочного процесса. Потому что то, что мы видим на соревнованиях, это уже как результат той работы, которая проходит именно здесь и сейчас во время тренировок. В 8 утра завтра, но это завтра, а сегодня, напоминаем, мужские короткие программы, они начнутся днем, а вечером в 18:25 женские короткие программы. До встречи. С вами был Алексей Гуль.